Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем курс лекций по истории Древней Церкви. И сегодня наше занятие будет посвящено вопросу о том, как сложилась судьба арианской ереси после Первого Вселенского собора. Казалось бы, можно было бы ожидать торжества православия после того, как главные ересиархи и вожди арианской ереси Евсевий Никомедийский и пресвитер Арий были осуждены на соборе и отправлены в ссылку, однако этого, к сожалению, не произошло. В истории церкви так часто бывает и складывается, когда какие-то нюансы догматического развития зависят не только от самих верующих, от епископов, от учителей и представителей богословских школ, но и от воли императора. Император Константин был человеком, безусловно, великим, и в своей эпохе он представляется действительно целым таким миром, целым новым поколением действующих правителей. Это те, кто идет навстречу христианской вере. Но не во всех догматических вопросах так императоры могут хорошо разбираться, погружаться и иметь явное окончательное представление о правильности или правоверности той или иной позиции. Император Константин, безусловно, был очень рад и счастлив тем, что распря внутри церкви завершилась, но для дальнейшего ее укрепления позиции никейского символа веры и никейской веры в целом, он, к сожалению, практически никаких усилий не прилагал. И епископы, которые строго придерживались этого никейского символа веры, в итоге оказались в меньшинстве по сравнению с теми, кто не то чтобы разделял арианскую позицию, но кто не во всем был согласен с той формулой, которая была на соборе разработана. Напомню, что в никейском символе веры появилось важное слово, важный термин, который определял отношения между отцом и сыном. Это термин «единосущный». Термин, которому уже на соборе далеко не все участники были рады, потому что термин себя дискредитировал тем, что часто использовался еретиками, раскольниками и язычниками в прежние времена. Церковь же стремилась к чистоте языка, богословских определений, и потому не очень приветливо относилась к таким нововведениям. Православные отцы, безусловно, оценили, были очень рады такому выражению нашего догматического воззрения на отношения отца и сына. Большинство же, как это ни печально, таким положением не довольствовались. И когда завершился собор, когда еретики были отправлены в ссылку, началась новая борьба. Она была более изощренной, более ожесточенной и не всегда была связана именно с догматическими распрями. Борьба за сохранение никейского символа веры, борьба за единосущие. Можно даже так назвать тот период, который последовал после Первого Вселенского собора. Эта борьба была очень долгой. Она продолжалась до 381 года, Второго Вселенского собора, когда окончательно было утверждено православное воззрение на отношения лиц Святой Троицы. И все это время, а это, как вы заметили, около 50 лет, все это время внутри церкви происходили столкновения, происходили падения, происходили настоящие сражения, не только богословские, но и политические. И в этих столкновениях самое активное участие принимали и действующие правящие императоры. Мы можем разделить эту борьбу на несколько направлений.
Первая часть, которой сегодня и будет посвящено наше занятие, это борьба непосредственно со сторонниками никейского символа веры. Борьба догматическая будет рассмотрена нами в следующей лекции. И ариане, или можно даже назвать их полуариане, они представляли собой разрозненные партии, потому что не все, повторюсь, далеко не все желали быть приверженцами пресвитера Ария. Не все разделяли его богословские воззрения. Но большая часть полуариан были просто недовольны самим термином «единосущный». В итоге, по окончании собора, в последующие несколько лет сформировались определенные партии. Это новое явление в жизни христианской церкви, существование разделения по партиям. Партии определялись той позицией догматической, которую они занимали. Первая партия, и для нас она наиболее важная и значимая, это партия тех, кто разделял никейский символ веры и понятие «единосущный». Они так и назывались по этому термину, который принимали. Назывались они по-русски «единосущниками», а по-гречески «омоусианами». «Омоусиос» – это и есть древнегреческий термин, который переводится как «единосущный». Таких сторонников было не очень много. И можно сразу сказать, что это далеко не большинство, а меньшинство епископата, священнослужителей и верующих. Эти люди с большим благоговением и уважением относились вообще к явлению Вселенского собора. Надо понимать, что окончательное вероопределение было подписано императором, а для всех жителей империи, как бы они ни относились к личности императора или к содержанию Вселенского собора, его решение, его подпись были окончательными. И противостоять им означало бы попытку государственного переворота. Соответственно, никто не дерзал и даже в мыслях не имел оспаривать сам никейский символ. Поэтому ариане избирали тактику, которая носила совершенно иной характер. Они боролись с представителями тех партий, которые придерживались никейского символа веры. Они старались проводить разного рода соборы, совещания, на которых как бы растолковывали или раскрывали значение никейского символа веры, а на самом деле пытались его просто подменить. И в этой борьбе они очень преуспели. Итак, первая партия единосущников или омоусиан, она была не очень многочисленной, но эти люди были верны и никейскому символу веры, и этому богословию, которое в итоге было утверждено на соборе. Последующие партии можно назвать противниками православных или никейцев, или противниками единосущников. Они в целом и общем называются арианскими партиями, но это не совсем справедливо, потому что быть сторонниками пресвитера Ария далеко не все из них собирались. Можно даже сказать, что единицы были прямыми сторонниками Ария. Среди них выделяется три направления, три партии. Первая, наиболее близкая к никейцам, которые не видели в Арии своего близкого соратника, а скорее были недовольны как раз терминологией собора, мы их называем подобосущниками или по-гречески омиусианами. Как вы заметили, разница между омоусианами и омиусианами состоит всего одной букве или в одном звуке «и». Как говорил Господь в Евангелии, не на йоту, а йота – это и есть название греческой буквы, обозначаемой звуком «и», ни на йоту не должен быть испорчен или исправлен закон. И вот омиусиане, недовольны этим термином, отступали, казалось бы, вот буквально на одну букву. Буквально значение омиусиан сводилось к тому, что они не признавали одну и ту же сущность
Отца и Сына. Они говорили о том, что сущности их разные. И это различие, оно незначительно, потому что Сын все-таки рождается от Отца, так они полагали. И поскольку эти отличия незначительные, они называли эти сущности подобными. Сущность Сына подобна сущности Отца. Это отличие, конечно, не соответствует православному взгляду, потому что и в Евангелии мы читаем несколько свидетельств, где Господь говорит, что «Я и Отец одно». Там не сказано, что «Я и Отец подобны друг другу», что мы чем-то похожи или наши сущности близки. Сын всегда говорит, что «Я и Отец одно». Тот, кто видел меня, видел и Отца. То есть видел одну и ту же сущность. Это очень важно, потому что ариане или полуариане, недовольные никейским символом, они, безусловно, должны были изощряться и придумывать что-то, что подходило бы под слова Евангелия, но они сами чувствовали, что их термины также несостоятельны. Каковыми они считали и термин «homoousios». Вот эти полуариане или подобосущники были довольно близки к никейцам, но отступали от этого символа, просто исходя из недовольства этим определением. И, возможно, вот именно в этом определении никейского символа веры они видели ересь саввилианства, о котором мы говорили раньше, суть которой состоит в том, что Бог просто являет себя в разных лицах, а так Он является одна единственная сущность, которая является в себя в разных лицах. Следующая партия, более отдаленная от православного воззрения, это партия омиев. На русский язык мы переводим их название «подобники». Те, кто вообще предпочитал не использовать термин «сущность», поскольку значение его на тот момент было слабо изучено и многих могло вводить в заблуждение. Поэтому омии предпочитали говорить о том, что отец подобен сыну и сын подобен отцу. О сущностном их равенстве или подобии они предпочитали не говорить. Они были еще дальше от православного воззрения, но также находились вот в этой довольно значительной большой группе полуариан. И третья партия арианская, которая совершенно далеко отстояла от православия, мы их называем крайние ариане. И есть еще один термин, который вполне применим к ним. Это неподобники или по-гречески аномии. Вот эти аномии, неподобники были очень близки к арианству, но гораздо сильнее его превосходили. То есть они не были даже довольны позицией Ария и не разделяли ее. И они развивали это учение Ария до значительной крайности, уводя мнение совсем уже далеко в область такую, где отец и сын не являются близкими друг другу по сущности. Этот принципиальный взгляд ставил вообще пресвитера Ария в очень неудобное положение, потому что, по сути, оказывалось, что прямых его сторонников, тех, кто разделял его мнение, их вообще не существует. Полуариане недовольны терминами, крайние ариане недовольны тем, что Арий не доводит все до конца, и они считали, что Сын есть действительно творение Божие, причем творение во времени. Если Арий говорил, что Сын сотворен вне времени, и в этом был как бы его внутренний компромисс с православным воззрением, то крайние ариане развивали его идею еще дальше. Они говорили, что Сын такое же творение, как и все остальные. Так утверждал представитель этой партии, которого звали Аэтий. И именно по его имени иногда эту группу еретиков называли аэтианами. И таким образом вот существующие 4 партии
действующие в рамках одной единой церкви, они друг с другом находились в состоянии вражды. Однако надо понимать, что епископы не отстранялись друг от друга настолько, чтобы выстраивать другую иерархию. Церковь и оставалась одной. И в рамках одного прихода или одной кафедры, епархии и православные, и полуариане, и даже крайние ариане в целом и общем находились друг с другом и принимали друг друга, и могли даже вместе совершать богослужение в одном и том же храме, но не участвовали в совместном причастии. Эта иерархия все равно была одна и та же. Не было отдельно арианской церкви или полуарианской церкви, отдельно Никейской православной церкви, все равно была одна. И епископы не бросались друг на друга с кулаками, они лишь отмечали, понимали, что вот этот священнослужитель, он имеет отличную от меня догматическую позицию. И поэтому я с ним, например, причащаться вместе не буду. С этим епископом я готов вместе даже причащаться, хотя у нас есть незначительные расхождения. В действительности я назвал 4 партии, а по сути в церкви в этот момент было гораздо больше мнений и воззрений. И даже внутри каждой из этих партий были свои небольшие ответвления. Ариане или полуариане, осознавая значимость и весомость Первого Вселенского собора и подписи императора Константина, старались бороться непосредственно с участниками собора. Не с самим собором, потому что это была незыблемая глыба, фундамент, основание веры, против нее идти было нельзя, потому что это означало бы идти против самого императора. Поэтому борьба арианская развернулась именно вокруг представителей никейского символа веры. И таких людей было несколько. Это были настоящие, можно так сказать, герои, которые, несмотря на фантастическое давление и со стороны другой части епископата, и со стороны даже государства, все равно оставались верными никейскому символу веры. Вот этих представителей в истории церкви называют еще староникейцами, то есть теми, кто держался за никейский символ веры и оказывал сопротивление именно в поле политической борьбы. Мы так их называем староникейцами, потому что впоследствии, в втором этапе борьбы с арианской ересью, появятся новоникейцы. И это будет совершенно другой тип исторического события, когда не в политических кругах, не в придворных кулуарах решается судьба церкви, она решается на богословском поприще. И вот здесь эти новоникейцы показали себя во всей своей красе и смогли по-настоящему отстоять и развить никейский символ веры до того состояния положения, которое он имеет сейчас. Старые никейцы же вынуждены были сражаться за свое место, например, на кафедре, свое место в церкви, вот так один на один с целой толпой, с целой системой и епископской, и даже государственной власти. Что это за староникейцы? Прежде всего, это Евстафий Антиохийский. Это был очень сильный богослов и сильный епископ, которого в очень скором времени по окончании Первого Вселенского собора сместили с кафедры, обвинив его в разных и богословских отступлениях, еретических взглядах, в том числе еще его обвиняли и в неподобающей епископскому сану поступках и жизни. И это была, если можно так сказать, грязная политическая борьба, обвинение священнослужителя в неподобающем поведении. Это всегда каралось очень строго, таких епископов не излагали, а отправляли в какую-то далекую епархию, и на этом их жизнь в церкви, такая активная, соучастие в различных соборах и мероприятиях, их жизнь на этом прекращалась, и о них больше мы ничего и не слышали. И вот Евстафий Антиохийский был одним из первых,
кто пал жертвой борьбы с арианами. Был еще, как вы помните, Александр Александрийский, который в свое время возглавлял Александрийскую церковь и был ярким представителем противной стороны, которая выступала против пресвитера Ария. Но его жизнь оборвалась слишком рано, он вскоре после собора скончался, но его место занял еще один подвижник и сторонник никейского символа веры по имени Афанасий. Он был при Александре в свою бытность диаконом и даже участвовал в заседаниях Первого Вселенского собора, и был довольно молод, когда стал епископом, в чем, собственно, и упрекали его некоторые арианские епископы. И именно Афанасий Великий, а так его прославила церковь, великий святых Афанасий Великий, именно он стал настоящим фортпостом православия на Востоке. Потому что после смещения Евстафия, после смерти Александра Александрийского, а впоследствии и обвинений в ереси и низложении Маркела Антирского, Афанасий Великий, по сути, остался единственным сильным, известным епископом-защитником православия на Востоке. Он был очень эрудированным, смелым, проницательным человеком, был тонким богословом. И несмотря на то, что ему противостояла огромная развитая система арианской, такой арианствующей церкви, епископов и даже государственная власть, Афанасий Великий остался верным православию и завершил свою жизнь на Александрийской кафедре. Жизнь эта была очень долгая, жизнь была очень сложная. В первые десятилетия своего епископского служения Афанасий лишь малую часть, около четверти из этого времени, провел, собственно, на кафедре в Александрии. Все остальное время он должен был пребывать в изгнании или в бегстве. Так или иначе он спасался от арианствующих епископов, ища себе поддержки, либо убегая в пустыне в египетские, либо находя поддержку в Риме, где западный епископат в лице Папы Римского оказывал ему поддержку. Афанасий Великий неизвестен нам как богослов, который совершил, может быть, какую-то революцию или переворот в богословии триадологии, в богословии Троицы. Однако это был ярый защитник никейского символа веры и никому не давал поносить его или пытаться его изменить. Афанасия очень часто вызывали на соборы и предъявляли ему самые разные, абсолютно фантастические обвинения. К примеру, ариане очень активно использовали проблему, которая существовала в Александрийской церкви, это наличие мелитианских епископов и священнослужителей, тех самых, которые еще во второй половине III века устраивали раскол и отделяли себя от остального епископата Александрийской церкви. Они имели право на существование, и их бережно охраняли, не давали эту часть церкви закрыть или погубить. И на противостоянии официальной церкви вот этих раскольников играли арианствующие епископы, когда обвиняли Афанасия в самых страшных грехах, которые только известны. К примеру, они обвинили его однажды в том, что он убил одного из мелитианских епископов, отрубил ему руку и использовал ее для волхования. Афанасий был человеком, как я говорил, проницательным, смелым. И когда собор предъявил ему такое обвинение, Афанасий вывел из укрытия, где он прятал того самого епископа, предоставил его живым, с 2 руками, и даже саркастично спросил участников собора, а где же та самая 3-я рука, с которой я якобы волховал. Это, конечно, привело в состояние негодования участников собора. Но вот Афанасий этим ярким примером показывает, что он был совершенно непреклонен и несломим, абсолютно смел, отважен перед лицом арианствующей ереси. Он получал аудиенции у императоров, он пытался
э, противостоять арианам в самой Александрии. К сожалению, император Константин в конце своей жизни пошел на уступки арианам и снял крещение, вернул из ссылки двух лидеров арианского движения – Евсевия Никомедийского и даже того самого пресвитера Ария. Пресвитер Арий был встречен арианами как вождь, лидер, который вернулся из ссылки, доказал свою приверженность своей позиции вот такими вот истязаниями, лишением свободы, и должен был даже вернуться в Александрию, где его ожидали как некоего вождя и лидера новой партии, новой церкви Александрийской, и даже ожидали его поставления на Александрийскую кафедру, но, к счастью, Господь устроил так, что буквально накануне его вхождения в город он скоропостижно скончался. И город, к счастью, не увидел того человека, из-за которого церковь впоследствии более полувека пребывала в состоянии споров. Так и заканчивается первый период борьбы с арианской ересью после Первого Вселенского собора. Подведем итоги этой борьбы. Она состояла прежде всего в том, что ариане противостояли епископам, которые возглавляли церкви и были сторонниками никейского символа веры. Они также плели интриги и пытались собираться в соборы, на которых принимали самые разные решения, толкующие или раскрывающие термин «единосущный», заменяющие этот термин. И они активно привлекали в этой борьбе императоров, которые шли у них на поводу и часто полагали, что именно в таком подыгрыше арианским партиям можно достичь мира в древней церкви. Однако на тот момент, когда мы с вами завершаем повествование, это у нас 60-е годы IV века, на этом борьба не завершилась, и мира церковь еще не видела. Ей предстояло еще много десятилетий упорных споров с арианами, которые, к счастью, завершились успешно. А теперь, внимание, вопрос.